Приветствую всех, дамы и господа. Рыбаки не очень, как вы, наверное, уже заметили, у нас разгар лета, календарного лета. Правда, холодно, туман вот такой жуткий, но тем не менее это лето. Сегодня у нас снова рыбалка в уже знакомом для вас месте. И сегодня нам нужно постараться познакомиться с приманкой, которую я купил на Алиэкспрессе. Разловить воблер от компании Birking. Вот так выглядит упаковка. И надо сказать, что у этой компании многие приманки упакованы в одинаковые коробочки. Их совершенно невозможно различить. Единственное, может быть по каким-то маркировкам. В общем, китайские товарищи совершенно не хотят тратить деньги на индивидуальные упаковки, индивидуальный дизайн. Знаете, есть такое мнение, что, мол, производители рыболовных приманок, там блесен или воблеров, раскрашивают свои приманки не для рыбы, а для покупателей, то есть рыбаков. И я отчасти с этим утверждением согласен. Воблер, который мы сегодня будем разлавливать, совершенно обыкновенный в том плане, что тип приманки, формы привычные и понятные для меня, и я всегда на именно такие ориентируюсь при выборе. Но купил я его исключительно из-за цвета. То есть мне понравился цвет, расцветка. У меня такой расцветки нет в коллекции, никогда не было. И мне он показался очень интересным. Только из этих соображений. Совершенно обалденный цвет. Я просто был поражен. Может быть, для кого-то это не совсем понятно, но мне очень понравился этот цвет. Я даже не могу его назвать. Он матово-белый. Цвет слоновой кости, может быть. Вот я даже затрудняюсь ответить. Вы знаете, у нас вот в моем регионе для такой рыбалки, как правило, рыбаки предпочитают воблеры ярких расцветок. И желательно даже с голографией, чтобы в морской воде блестело. Считается, что так приманка лучше привлекает хищника. Я решил отойти от шаблонов и купил совершенно не блестящий воблер вот такого белого цвета. И мне вот самому очень интересно, что получится сегодня. И хочется вам показать. Как всегда, ссылку на эту приманку, на магазин, где я ее купил, я оставлю в описании. Давайте начнем. И в процессе рыбалки я буду давать какие-то комментарии. Давайте сделаем первые броски и посмотрим, как летает эта приманка. У нас первая поклевка. Бросать пришлось долго, наверное, около 10 раз. Я не знаю, насколько это много. Около 10 раз. Честно говоря, я не ожидал уже. Но, тем не менее, у нас поклевка. Вот такая вот некрупная рыбешка. Некрупная. Обычный, нормальный размер. Давайте... вот здесь берег пологий. Давайте сюда ее выведем. И посмотрим. Так. Инструмент я взял с собой. Вот такая красота получилась.
какая красота получилась. Сейчас бы нам ее освободить без травм сильных. Ага, вижу. Так, вижу. Ну, в общем, хочется верить, что это не последняя. Так, эту мы рыбу отпускаем и продолжаем. Опа. Давай. Опа. Прекрасно. Конечно, первая поклевка, ну, можно посчитать за случайность. Может быть, я не возражаю. Но давайте продолжим. Опа. Ну, надо сказать, что хоть у меня опыт рыбалки на китайские воблеры все-таки небольшой, но как бы бросковые качества воблеров именно компании Birking мне, ну, более-менее понятны. И сейчас я ничего такого особенного, ну, не замечаю. То есть летит обычно, достаточно. Но единственный момент такой, сейчас ветер попутный, вон там море, и с моря небольшой ветерок. И, соответственно, ветерок помогает приманке лететь. И поэтому, как бы, тест на забрасываемость, он, ну, как бы, не очень объективный. Вот если в расчет это не принимать, то система заброса вполне справляется. Хотя вот сейчас я кинул, видно, что она не сработала, и воблер прям в начале полета вот так вот начинала крутить. Но тем не менее, в данном конкретном случае этого достаточно. Мы еще, возможно, к этому вопросу вернемся. Была поклевка. Пару раз рыба дрыгнулась и благополучно сорвалась почти под самым берегом. К сожалению, мне не удалось ее вытащить. Попробуем рядышком побросать. Тут возле берега течение, и получается как бы промыт фарватер. Я так понимаю, она где-то в нем и крутится. Потому что в нем же я вот совсем недавно даже видел всплеск. То есть хищник на кого-то охотится здесь. Я думаю, будет не просто снять на камеру момент поклевки. Все-таки сейчас, в это время, ну, сезон уже практически завершен. Сейчас не настолько много рыбы, чтобы рассчитывать на частые поклевки. Да, выключил камеру. Ах ты! Третий заброс, поклевка, и вот снова, к сожалению, сход. Снова сход. Обидно. Посмотрите, как на течение он себя ведет. В принципе, достаточно стабильно. Давайте я еще попробую. Достаточно стабильно. То есть его не выбрасывает на поверхность. Вот, а если поперек, то иногда такое происходит. К сожалению, ну, так сложно показать. То есть иногда, не всегда, а иногда он, получается, заваливается на бок, и его течением поднимает. И тогда совершенно он теряет игру, и, ну, на поклевку, конечно, трудно рассчитывать. Но надо сказать, что и далеко не все японские воблеры на течении вот в таких условиях ведут себя идеально. Далеко не все. То есть, ну, на мой вот субъективный взгляд,
ну, вполне достойное поведение именно по течению. Хотя я вот скажу вам, что ну, принципиально, вот изначально подобные воблеры создавались не для течения. Это морские воблеры, так называемые сибасовые, они предназначаются в основном для вот рыбалки в море с берега. Ну, мы вот так повелось, что мы используем их вот в своей рыбалке, в своих условиях. Давайте еще раз я попробую показать, как он себя ведет именно вот поперек течения. Вот смотрите, вот видите, струя. Я сейчас чуть-чуть вверх по течению кину, его по дуге вынесет сюда, и вот примерно вот здесь он пройдет против течения. По крайней мере, я хорошо вижу этот цвет. Возможно, и камера уловит, и вы посмотрите. Я далеко не стану кидать, вот так вот. То есть из воды он не выпрыгивает, его не выталкивает. Где он? Вот он. Вполне достойно. Но видите, сейчас травинка прицепилась. Ну-ка, давайте-ка еще. Вот прямо вот так вот рядышком. Так. Нет, его не выбрасывает на поверхность. Он идет на своем горизонте. Вот. Отлично играет. Ну вот видите, ну не хочет она на камеру. Не хочет на камеру. Клюнула кунжа, но клюнула прям совсем маленькая. Вот прям очень-очень маленькая. Вы посмотрите, она размер у нее почти как у воблера. Но вот инстинкт хищника настолько силен, что ей плевать на размер воблера. Смотрите. Кунжа размером с воблер, пожалуйста. Но, тем не менее, это же хищник. И хищник отреагировал на эту приманку. Пожалуйста. Сейчас, конечно, мы ее отпустим. Мне даже жалко ее. Но я же не специально, она сама. Он немножко за пузико подбагрилась. Сейчас я ее освобожу. Она, безусловно, выживет. Обязательно выживет. Она сама отцепилась и благополучно убежала. Я забыл сказать в самом начале, что эта приманка плавающая. И так вот как бы традиционно сложилось, что у нас вот в основном предпочитают плавающие приманки. По крайней мере, вот мой арсенал, не знаю, процентов на 80 состоит из плавающих приманок. То есть такие приманки, они в принципе они не сильно заглубляются. И вот хищник из глубины поднимается практически на поверхность и клюет на такого типа приманки. Ну, согласитесь, обалденный цвет, просто обалденный. Я не знаю, кто-то разделяет мое мнение или нет, но я готов смотреть на игру и вот на этот цвет бесконечно. Мне даже поклевок не надо. Ух ты! Слушайте, я вот сейчас кинул, сделал бросок, я даже ничего не делал, не твичил. Вот воблер шлепнулся, и она тут же его схватила. Это, ну, прям вот было очень неожиданно. Такое бывает достаточно редко. Я думаю, это тоже кунжак, а кто еще может быть? Вот даже ни разу не дернул. Воблер шлеп. И, что называется, на шлепок она клюнула. Вон, смотрите, я вижу неплохой размер, кстати. Неплохой размер. Ну-ка. Слушайте, да, она при ударе промахнулась и немножко подбагрилась. Смотрите, смотрите. Ну-ка, ох ты, да. Подбагрилась. Так, ее нужно убирать с течения. Хороший размер, но она подбагрилась. Так, осторожно. Обидно. Так часто бывает, она когда промахивается, она может подбагриться. Это абсолютно нормально.
Вот такой прекрасный экземпляр. Фу, просто отличный экземпляр. Заставило меня поволноваться. Смотрите, какая прекрасная рыба. Замечательно. Вот, пожалуйста. Биркинг радует. Молодцы китайские товарищи, просто молодцы. Отпускаем рыбу. Отлично. Мне все-таки очень хочется, чтобы, ну, хотя бы одна поклевка попала на камеру. Ну, я не надеюсь на это. Может быть, ее и не будет. Ну, да, это красиво и эффектно, когда клюет именно на камеру. Но не всегда так бывает, к сожалению. Давайте просто рыбачить. Вот опять. Здесь нет-нет, да. Я слышу, как приманка стучит по траве. Я прям слышу, как она задевает траву. Сейчас из озера вода идет в море за счет отлива. Ну и, соответственно, траву тащит и прочий мусор. Я заметил один неприятный момент. Ну, я не знаю, относится ли это к недостаткам данной приманки. Скорее всего, просто это нужно учитывать. Значит, что получается? Ну, есть так называемый роллинг, равномерная подмотка, правильно? Вот я сейчас за счет течения изображаю. То есть вот приманка достаточно стабильна, она играет. И на нужном горизонте находится. И когда мы поперек кидаем, вот роллингом просто проводим, тоже вопросов не вызывает. Но во время твича что происходит? Сначала приманку мы подматываем, потом делаем рывок, правильно? Но во время рывка мы же отводим удилище назад, и в это время получается слабина. Приманка оказывается предоставлена сама себе. И вот именно в этот момент течением ее выбрасывает на поверхность, и он совершенно перестает, ну, правильно двигаться. Его вот начинает по поверхности вот так вот болтать. То есть это, ну, нужно учитывать, и вот постоянно, даже при рывках, как бы вот эту вот связь сохранять, контроль над приманкой. То есть, если я делаю рывки, то я в любом случае стараюсь постоянно подматывать. То есть, постоянно сохранять контакт с приманкой. Как только я перестану подматывать, вот во время рывка, эту приманку подымет за счет того, что она плавающая, вот и просто вышвырнет на поверхность, и она перестанет работать. Перестанет, ну, двигаться, как положено. Нам совершенно не обязательно стоять все время на берегу. Мы можем на лодке отойти вот на этот островок, который из-за отлива оголился. Можем в самом озере порыбачить. Я думаю, мы здесь не задержимся. Мы попробуем и там, и там. То есть времени у меня традиционно немного. Нужно вот как-то максимально продуктивно его потратить. Предлагаю вот еще буквально, ну, я за кадром буквально бросков 20 здесь сделаю. И потом мы, видимо, переместимся туда. Там попробуем порыбачить. Но вот опять же, как я уже сказал, ну, сейчас такое время, очень тяжело рассчитывать на поклевку именно вот на камеру. Минуты не прошло, как я выключил камеру. И вот, пожалуйста, у нас снова поклевка. В этот раз рыба не подбагрилась, клюнула абсолютно классически, что называется, зарод. Так, мы ее сейчас туда подведем и разберемся с ней.
Я немного ей нижнюю губу повредил. Кровоточит немножко, но я совершенно точно уверен, что она выживет, с ней будет все хорошо. Вы знаете, в одном из своих видео, я уже не помню в каком, я высказал следующую мысль. Ну, когда у нас обычная рыбалка, ну, как правило, у рыбаков много приманок. Ящик, 2, 3, там, 10 приманок, 20, 30. И, как правило, рыбак в процессе рыбалки, ну, вот этот весь арсенал постепенно бросает, перебирает, и, соответственно, результат рыбалки может быть достаточно хорошим. Вот. А когда у тебя одна единственная приманка, то и результат может быть совершенно непредсказуемый. И вот очень тяжело объективно оценить эффективность той или иной приманки. Вот 2 рыбы клюнуло, допустим, на приманку. Как оценить ее? Хорошо она ловит или нет? А если 10? А если ни одной? То есть по одной рыбалке очень трудно дать оценку той или иной приманки. Поэтому, как я всегда повторяю, данное видео достаточно субъективное. С меня вот, как обычно, картинка. Выводы, конечно же, делать вам. Но, тем не менее, вот первая рыбалка, вы знаете, ну, она такая обнадеживающая. Вот обнадеживающая. Я, честно скажу, не рассчитывал на такой результат. У нас еще есть, ну, буквально пару часов. И я вот эмоционально почему-то вот уверен, что этот воблер, ну, еще не все показал, на что он способен. Я надеюсь, у нас еще будут приманки. Прошу прощения, я надеюсь, у нас еще будут поклевки. Вот она, еда кунжи. Маленькая стайка какой-то рыбешки под берегом. И надо сказать, что иногда рыба плещется, но вот уже почему-то давно не было поклевок. Клев совершенно прекратился. Я не знаю почему. При том, что она вот даже сейчас здесь плеснулась. Я решил сюда переместиться. Пока здесь попробуем, а потом или вернемся, или в озере порыбачим. Сейчас вода, ну, достаточно сильно отошла, и совершенно непонятно, где может сейчас стоять хищник. Для моей приманки здесь может оказаться очень мелко. Клюнуло что-то некрупное. Я вот буквально в 20 метрах от того места, где я был. Но это терпук, как бы это не является объектом нашей рыбалки, но тем не менее это рыба, и она отреагировала на приманку. Правильно, если вместо воблера гвоздь повесить, она ведь не будет на него клевать. Это рыба, и она клюнула на этот воблер. Вот такой маленький терпужок. Маленький терпужок.
В этом месте, дамы и господа, я вынужден сделать паузу. К сожалению, у меня произошел серьезный технический сбой, и все последующие материалы оказались несколько испорчены. Я использую внешний микрофон, и на материалах появился посторонний фоновый очень сильный шум. Возможно, проблема в контактах, возможно, проблема в излишней влажности воздуха, потому что иногда даже шел мелкий моросящий дождик. Я не знаю, что произошло, но произошло то, что произошло. На видеоматериалах оказались испорчены именно аудиодорожки. Материала я отснял достаточно для полноценного видео, и поэтому мне не хотелось бы отказываться от публикации. Я пошел следующим путем. Я аудиодорожку обработал в аудиоредакторе. Я максимально удалил этот шум фоновый. Его почти не слышно, но аудиоредактор также обработал и мой голос, и он стал неестественный и даже немножко неприятный. Вы совершенно точно заметите качество звука до и после, и поэтому я решил, что я должен вас об этом предупредить. К сожалению, техника меня в этот раз подвела, и я прошу отнестись к этому с пониманием. Тут очень мелко во время отлива, то есть я постоянно воблером задеваю то дно, то траву, просто невозможно. Вон там подальше я просто вижу цвет воды такой темный, видимо там свал, там глубина, я думаю туда сходить, потому что здесь у меня вряд ли что-то получится. Вон, я чувствую, как она, приманка, опа, поклевка. Я чувствую, как приманка по дну шкрябает. И вот в этот раз, нам повезло. Камера оказалась включенная. И поклевка произошла на камеру. Я пока не понимаю, что это. Это кунжа. Это вот объект нашего лова. Отлично. Прекрасно. Все-таки приятно, когда именно на камеру происходит поклевка. Сейчас мы ее туда выведем, потому что весь инструмент у меня остался в лодке. А руками мне бы не хотелось ее брать. Обычный, хороший, неплохой такой экземпляр кунжи. Я вот в этом месте из-за глубины небольшой я не рассчитывал на поклевку. Но тем не менее она произошла. Но в любом случае я все-таки, может быть, еще пару раз здесь брошу, и я хочу там побывать, потому что время идет, его у меня традиционно не очень много. Мне хотелось бы в разных местах порыбачить. У этой рыбы видны еле заметные следы от сетки. Вот они. Она выживет, она отправляется обратно в воду. Прекрасно. В этот раз поклевка не на камеру. Я камеру уже позже включил. Но опять же,
Прям слышу, как приманка идет по дну, брык-брык-брык по камушкам. Но тем не менее поклевка. То есть рыбе глубины как бы достаточно. Может быть, ее тут много, но ловить ну, некомфортно. Все-таки мелковато. Хоть приманка и плавающая, но она довольно-таки неплохо заглубляется. Мне сложно сказать, насколько. Ну, я думаю, минимум полметра. 50-70 сантиметров, я думаю, заглубление есть. Прекрасный экземпляр. Прекрасный экземпляр. Сейчас я взял инструмент с собой, у меня в кармане. Вот буквально мы дойдем до берега и отпустим эту рыбу. Отлично. Хороший экземпляр, хороший. Давай, плыви. Опа, осторожно. Давай, 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 давай. Не спи. Давай, давай, давай. Не хочет уходить. Устала немножко. Ага. Давай, 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 давай. Устала немножко. Сейчас все будет хорошо. Прекрасно. Я собирался переместиться, но поклевки не дают мне это сделать. Но все равно я сейчас возьму себя в руки и перемещусь. Вот опять шкрябает, шкрябает. Воблер идет по дну. Поклевки нет. Поклевки нет. Давайте еще раз попробуем. Еще раз попробуем. Рыбак на берегу поймал какую-то рыбу. Но... Так, траву зацепил. Отцепилась. Но, как я уже говорил, я против, чтобы снимать посторонних людей без разрешения. Опа, есть. Есть поклевка. Опять же, вот, пожалуйста, нам повезло, что камера включенная оказалась. Есть поклевка. Ох ты как. Тяжело. Ага, при поклевке она тоже, видимо, подбагрилась. Либо потом уже, когда трепыхалась, подбагрилась. Все, она как... Он как кирпич встала колом. Как кирпич колом встала. Хороший размер. Ах ты, ох ты, ох ты, красавица. Ох ты, ох ты, ох ты. Нет, она не подбагрилась. Просто после поклевки поперек течения встала, и поэтому вот создалось такое давление, ощущение, что она забагрилась. Прекрасно. Ну давай, сама доползешь или тебе помочь? Брык. Устала рыба? Давай я тебе помогу. Давай, опа.
Да, тебе и так сил хватает. Что ты разлилась тут? Не-не-не, не-не-не. В другую сторону. Давай, 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 давай. Давай, давай. Это снова не крупный терпужок размером, ну, чуть больше воблера. Чуть больше воблера. Слушайте, ну, Биркинга любят все. Любят все. Этого представителя этого водоема еще не было. Сейчас я вам покажу, что это за рыба. И уйдем отсюда. Мне тут стало уже неинтересно. Это не что иное, как навага. Обалденно вкусная зимняя рыба, но летом у нас как бы ее не принято ловить и кушать. Она считается не очень вкусной и червивой. Это навага. Я нашел гребешка. Совершенно живой, нормальный, промысловый размер гребешок. Обалденно вкусно. Ну, так как я сегодня сюда выбрался несколько за иным, то я его не стану забирать, тем более он один. Я его отпущу. Я желаю ему выжить и не быть съеденным. Мне кажется, здесь все-таки поглубже. Давайте попробуем здесь. Если нам что-то не понравится, мы всегда можем переместиться в другую сторону. К сожалению, началась морось. Я не очень уверен за качество картинки. Вот эти мелкие капли будут падать на объектив камеры, и это может все испортить. Хочу еще сказать пару слов о полетных качествах. Сейчас ветер нам в лицо. Мы стояли там, ветер был в спину, а сейчас вот прям в лицо. И надо сказать, он не крепкий, он ну, такой небольшой ветерок. И ну, по сравнению с японцами, конечно же, воблер от Биркинга несколько хуже пробивает ветер. Вот сейчас мой бросок получился еще более-менее, а перед этим он вообще не полетел. Благо, что здесь поклевки могут быть ну, совершенно рядом, и поэтому это не очень большая проблема. Но по факту вот, то, что есть, то есть. Ветер пробивает система заброса этой приманки ну, весьма посредственно. Повторюсь, это небольшая проблема, вот просто такая вот констатация. Да, когда я вот так вот лицом к ветру сижу, я чувствую вот эту морось, и скорее всего она, конечно, забивает объектив. Вот поклевка, мне пришлось прямо на ходу еще и протирать камеру. Не крупная, что тут? Что это? Ну это кунжичка. Очень некрупная, очень некрупная. Нет, я видел, выбежала прям большая, хорошая кунжа. Ну это совсем мелочь, конечно. Совсем мелочь. Но это кунжа, это хищник, это то, ради чего мы сюда и приехали. Так, ладно, сейчас я ее отпущу и продолжим. Еще немножко порыбачим и будем закругляться. Честно говоря, я нарыбачился. Ах ты, поклевка. Вот прям недалеко поклевка. Нет, не летит против ветра, не летит. Да, этого достаточно для поимки. Но иногда бывают ситуации, когда необходимо забросить подальше. К сожалению, эта приманка с такой задачей, скорее всего,
не справится. Ну, не летит его, вот он так вот планирует. Я не знаю почему, но вот такая система заброса. Вроде бы, как бы она есть, она достаточная, но в каких-то условиях, ну, как-то вот не хватает дальности. Снова поклевка не крупная. И снова мне пришлось полотенцем камеру вытирать. Так, мне кажется, ну да, что ж такое? Опять, вот смотрите, такая же мелочь. Это еще меньше. Это еще меньше. Посмотрите, вот эта вот рыба реально размером с воблер. То есть это получается настолько эта приманка привлекательная для хищника, что он даже не считается с ее размером. Прям удивительная мелочь. Вот, пожалуйста. Я даже не знаю, как к этому относиться. Но вообще такой размер вот этого хищника в этом водоеме, ну, по своему опыту скажу, это довольно-таки редкое явление. Но сегодня прям что-то нетипичное происходит. Слушайте, я решил в ту сторону не кидать, потому что думаю, там одна мелочь. Вот, а когда в эту сторону еще смотришь, и летит получше, и морость меньше падает на объектив. И с первого заброса у меня снова поклевка, и снова что-то очень-очень мелкое. Тоже кунжат. И тоже такого же размера. Такое ощущение, что вот сюда на ногу зашла именно мелочевка. А крупной и хорошей рыбы. Вот если мы там стояли как-то, ну, хорошие экземпляры попадались, то здесь вот смотрите, одна мелочь. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, этот участок весь забит мелочью, и нет смысла продолжать здесь рыбачить. Давайте еще немножко попробуем, и в принципе, наверное, можно на этом заканчивать. Он все-таки красивый. Я не знаю. Вот ничего особенного, но обалденный цвет. Я снова визуально увидел рыбу, вот где находится воблер, примерно в этом районе. И вот в этом случае она повернула и боком своим серебристым аж сверкнула. И ну, мне показалось, что это была такая же мелочь, такая же. Сейчас солнца нет, и, к сожалению, не очень хорошо видно. Но мне показалось, вот, это что, сход. Ага. Была поклевка, и коррекцион сработал, и, к сожалению, не удалось поймать. Так вот в бок, чтобы, ну, опять же, поменьше капель летело на камеру. Может быть, здесь будет поклевка. Ах ты! Да, это мелочь, она догоняет приманку, и вот рядом с лодкой пытается сожрать ее. Но в силу своего размера она не может это сделать. И получается вот такие вот холостые поклевки. Вот она. Тоже мелочь, вот она. Да, вот она. Нет, мне это не нравится, мне кажется, нужно уйти. Если вот она здесь стоит вот массово, то она и будет клевать. Только мелочь. Может быть, крупная, конечно, и присутствует, но вот эта вот мелочь, она шустрее, она просто забивает поклевки крупной рыбы, и мы можем поклевки крупной рыбы просто не дождаться. Вот такая вот мелкая кунжа. Я на этом водоеме впервые сталкиваюсь с такой ситуацией, чтобы вот так часто вот одна за другой постоянно клевал вот именно такой мелкий размер. Повторюсь, я не знаю почему.
С чем это связано? Может быть, время года, кормовая база? Не представляю. Следующий заброс опять. Слушайте, ну оно вот так вот, везде-то. Тоже не крупная, она везде. Нет смысла ждать поклевку крупной рыбы, мне так кажется. Мелочь не даст. Но вот это вот немножко покрупнее, но это тоже не то. Хотя, так, стоп, ты только, ой, нет, хорошая рыба. Я боюсь, она сейчас, если в веревку залезет, будут проблемы. Так, давай-ка на другую сторону рыба. Нет, это хороший экземпляр. Она шла вниз по течению, сопротивление было маленькое, и мне показалось, что это мелочевка. Нет, нормальный, стандартный для этих мест размер. Видите, опять веревка. Давайте так. Так. Но, к сожалению, надо ждать. Лодка крутит. Так, как она зацепилась? Да, надо подождать. Подождать надо. Нормальный экземпляр. Абсолютно нормально. И вот тоже я вижу где-то посередине следы от сетки. Следы от сетки. То есть она вырвалась из сетки. Так, я выключу камеру и сейчас займусь ее освобождением. Так, или мне камера не помещает. Так. Да, проблемки. Кажется, у нас проблемка. Так. Ниже. Еще ниже. Все, отлично. Я не стал уже держать камеру постоянно включенной. Включил уже после поклевки. Вот, пожалуйста, поклевка. Вот такая уже, не мелочь. Не крупная, но и не мелочь. Видимо, как я уже сказал, эта рыбешка станет крайней сегодняшней рыбалки. Да, рыба есть. Вот перед этой поклевки пару раз выбегала рыба, пару раз кусала приманку. Вот, пожалуйста, это уже конкретно зацепилась. Сейчас, как обычно, я ее отпущу. И я пойду к берегу, дамы и господа. На этом, пожалуй, я закончу свою рыбалку. Прекрасная рыба. Тихо. Чуть-чуть осталось. Потерпи, чуть-чуть осталось. Я по-честному отрыбачил на эту приманку несколько часов. Вы все видели. К сожалению, на этом я свою рыбалку заканчиваю. Я, честно говоря, и нарыбачился, и считаю, что для дебюта этого более чем достаточно. По традиции, как обычно, с меня картинка. А выводы, если вам это интересно, вы можете сделать сами свои выводы. Я в силу своей скромности оставлю при себе. Всем удачи. Увидимся на моем канале.